Добрый день, друзья! Сегодня готовим самый вкусный домашний кетчуп. Подготовим банки. Я стерилизую их в электрической духовке при температуре 150 градусов 10 минут. Банки ставим в холодную духовку, крышки кладем рядом без резинок. Для кетчупа берем банки объемом пол-литра. Из духовки достаем их крайне аккуратно, они очень-очень горячие, используем прихватки и щипчики. Итак, для кетчупа 3 луковицы и 1 головку чеснока пропускаем через мясорубку. Измельченного лука должен получиться ровно стакан. Стакан у меня на 200 грамм. Помимо мясорубки измельчить лук можно еще при помощи блендера. Для кетчупа выбираем спелые и мясистые сорта помидоров. Помидоры пропускаем через мясорубку со специальной насадкой. Томатный сок у нас должен получиться однородным, без кожуры и семян. Добавляем к томатному соку измельченный лук и чеснок. Хорошо перемешиваем. Ставим на плиту, доводим до кипения. Уменьшаем огонь и провариваем в течение 40 минут, изредка помешивая. А в это время подготовим специи. Они должны быть все молотые. Поэтому пол чайной ложки семян укропа и пол чайной ложки гвоздики кладем в ступку и тщательно перетираем. Никогда не встречала в продаже молотую гвоздику. Если вы знаете, где ее можно купить, напишите мне в комментариях, я буду очень вам благодарна. Ну а я всегда укроп и гвоздику перетираю в ступке и затем просеиваю еще дополнительно через мелкое сито, так как здесь остаются небольшие кусочки, а мне нужен максимально мелкий помол. Ну а остальные специи у меня уже молотые. В этом рецепте очень сбалансирован состав специй, поэтому заменять одну специю на другую я не рекомендую. Итак, прошло 40 минут. Теперь в томатный сок с луком и чесноком начинаем добавлять специи. Всыпаем стакан сахара, стакан у меня на 200 грамм. Добавляем 1,5 столовые ложки соли, пол чайной ложки черного молотого перца, пол чайной ложки молотой корицы, также по половинке чайной ложки молотой гвоздики и укропа, 1/4 часть чайной ложки молотого красного перца чили, если любите поострее, можно положить и больше. Вливаем 10 столовых ложек уксуса, у меня 9%, это получается 80 мл. Хорошо все перемешиваем и провариваем еще в течение 20 минут. Конечно же, не забываем время от времени кетчуп помешивать. За 5 минут до окончания приготовления кетчупа берем 6 столовых ложек крахмала. У меня кукурузный, подойдет и картофельный. Вливаем к нему 100 мл воды и перемешиваем до однородного состояния. Желательно делать это венчиком, чтобы не осталось комочков. Прошло 20 минут, как мы добавили специи. И теперь, быстро помешивая, тонкой струйкой выливаем разведенный в воде крахмал. Провариваем кетчуп еще в течение минуты-двух и выключаем огонь. И на данном этапе уже видно, что он получается густой, но после полного остывания он становится еще гуще. Разливаем кетчуп по стерилизованным банкам и закатываем. Оставляем на столе при комнатной температуре до полного остывания. Банки с кетчупом я не переворачиваю и не укутываю. Из данного количества ингредиентов получается 2 литра 200 мл вкусного домашнего кетчупа. Он густой, однородный, очень ароматный и не идет ни в какие сравнения с покупным. Этот рецепт моей мамы, как помню с детства, банок 30 такого кетчупа она делала точно, и до весны не оставалось ни одной баночки. Пробуйте и вы. Я уверена, что теперь и вы каждый год будете его готовить. Не забывайте ставить пальчики вверх, если понравился рецепт, и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».